Что делать, когда во время входа в систему Windows пишет, что пароль неверный? Можно, конечно, переустановить систему или воспользоваться флешкой для восстановления пароля. Но что делать, если у вас нет ни того, ни другого? В этом видео я расскажу о 3 способах сброса пароля без потери данных и использования сторонних программ. С вами Андрей Поломарчук. Начинаем. Отмена файла тюрьма. Первый способ, на мой взгляд, самый безопасный и простой. И для его реализации я буду использовать среду восстановления Windows. Чтобы в нее войти, необходимо перезагрузить компьютер с зажатой клавишей Shift. После перезагрузки запустится среда восстановления. Перехожу в поиск и устранение неисправностей. Выбираю дополнительные параметры. Запускаю командную строку. В командной строке для того, чтобы открыть блокнот, пишу команду Notepad. В блокноте выбираю файл, далее «Открыть». В нижней части окна в разделе «Тип файлов» выбираю все файлы. После этого перехожу в диск, где установлено Windows. В данном случае вполне вероятно, что это не диск C. Открываю папку Windows, перехожу в папку System32. Нахожу файл с именем utilman.exe и переименовываю его. Имя может быть произвольным. После этого нахожу файл cmd.exe, создаю его копию и называю utilman.exe. После этого закрываю все окна, жму «Продолжить» для перезапуска компьютера. После перезапуска на экране блокировки жму кнопку «Специальные возможности». Вместо привычного меню откроется командная строка. Прописываю команду Ctrl User Password 2. Жму Enter. Откроется окно управления учетными записями. Выбираю пользователя, для которого необходимо сбросить пароль. Жму «Сменить пароль». В открывшемся окне ввожу новый пароль. Подтверждаю, жму ОК. В случае, если смена пароля находится в неактивном состоянии, перехожу в раздел «Дополнительно», далее «Дополнительно», «Пользователи», кликаю правой кнопкой мыши по нужному пользователю, выбираю «Задать пароль», «Продолжить», ввожу новый пароль, подтверждаю, жму ОК, закрываю все окна и вхожу в систему уже под новым паролем. После этого все файлы необходимо вернуть в исходное состояние. Для этого перезагружаю компьютер с нажатой клавишей Shift. Перехожу в поиск и устранение неисправностей. Выбираю дополнительные параметры. Открываю командную строку, запускаю блокнот. Выбираю файл, «Открыть», перехожу в диск с установленной Windows. Далее Windows, System32. Удаляю файл utilman.exe и переименовываю utilman1 в utilman. После этого закрываю все окна и перезагружаю компьютер. Если по каким-то причинам первый способ не сработал, есть второй способ. Создание нового пользователя. В этом способе я создам нового пользователя, присвою ему права администратора и уже с новой учетной записи заменю пароль для той, которой нужно восстановить доступ. Захожу в среду восстановления. Для этого перезагружаю компьютер с нажатой клавишей Shift. Перехожу в поиск устранения неисправностей, выбираю дополнительные параметры. Запускаю командную строку и прописываю команду regedit. Жму Enter. Откроется редактор реестра. Выделяю и раскрываю ветку HK Local Machine. Далее жму «Файл», выбираю «Загрузить куст». Перехожу в этот компьютер, выбираю диск, на котором установлена операционная система. Перехожу в папку Windows, System32, Config. И здесь открываю файл System. Ввожу произвольное имя, жму ОК. Раскрываю список с именем, который только что создал. Перехожу в папку Setup. Перемещаюсь в правую область окна и щелкаю 2 раза по cmd line. В строке значения прописываю cmd.exe. Этим я прописал, что запустится при запуске системы. Жму ОК. Теперь, чтобы это выполнилось, Setup Tape выставляю значение 2.
Жму ОК. После этого выделяю созданный куст, перехожу в меню «Файл», выбираю «Выгрузить куст». Соглашаюсь, закрываю редактор реестра и командную строку. Выбираю «Продолжить». Компьютер перезагрузится, и вместо окна приветствия появится командная строка. Для того, чтобы создать нового пользователя, в командной строке пишу команду «нет», пробел, «user», пробел, имя пользователя, например, Андрей, пробел, желаемый пароль, например, 1234, пробел, /add. Жму Enter. Теперь нового пользователя нужно добавить в группу, но для этого необходимо понять, какие вообще группы присутствуют на компьютере. Для этого ввожу команду «нет», пробел, local group, жму Enter. Следующим шагом нового пользователя нужно сделать администратором, и для этого его необходимо добавить в группу администраторы. В командной строке пишу команду «нет», local group, пробел, имя группы администраторы, пробел, имя пользователя, в моем случае Андрей, пробел, /add. Жму Enter. Новый пользователь создан. Теперь, чтобы выйти из командной строки, пишу команду exit. Жму Enter. Теперь на экране блокировки появится новая учетная запись с правами администратора. В дальнейшем для работы можно использовать новую созданную учетную запись или с ее помощью изменить пароли к существующей. Третий способ для кого-то может показаться очень сложным, поэтому я рекомендую использовать его в самом крайнем случае. Но зато он универсальный, и не важно, что система требует на экране блокировки – ввести пароль или пин-код. Удаление запроса пароля. Я попросту отключу запрос пароля или пин-кода, и система сразу будет загружать в рабочий стол. Захожу в среду восстановления. Для этого перезагружаю компьютер с нажатой клавишей Shift. Перехожу в поиск устранения неисправностей, выбираю дополнительные параметры. Запускаю командную строку и прописываю команду regedit. Жму Enter. Откроется редактор реестра. Выделяю и раскрываю ветку HK Local Machine. Далее жму «Файл», выбираю «Загрузить куст». Перехожу в этот компьютер, выбираю диск, на котором установлена операционная система. Перехожу в папку Windows, System32, Config. Сам. В открывшемся окне прописываю произвольное имя, жму ОК. Раскрываю ветку HK Local Machine, далее только что загруженный куст, сам, домен, аккаунт, user, names. Выбираю свою учетную запись. Теперь в типе параметра он должен быть единственный. Запоминаю последние 3 символа. Перехожу в раздел, имя которого заканчивается также. Удаляю все, что содержит слово «интернет». После этого кликаю правой кнопкой мыши на параметр V. Выбираю «Изменить двоичные данные». В строке А0 вместо 18 прописываю 0. Для этого необходимо дважды кликнуть на 18. В строке А8 38 нужно заменить на 0. Жму ОК. Теперь измененный куст необходимо выгрузить. Для этого выделяю выгружаемый куст кликом левой кнопкой мыши. Раскрываю меню «Файл», выбираю «Выгрузить куст». Соглашаюсь, закрываю все окна, жму «Продолжить». Теперь можно войти в свою учетную запись, не вводя пароль или пин-код. Какой-то из предложенных способов обхода забытого пароля обязательно вам поможет. Для того, чтобы в будущем избежать подобного рода неприятностей, рекомендую заранее позаботиться и создать флешку восстановления пароля. С вами был Андрей Полмарчук. До новых встреч. Пока. Лига мастеров, наш сервис на высоте. Проблем не боюсь, все решим в одной строке.